Слава Украине! Привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». Сегодня у нас 17 мая 2025 года. Как говорится, Киев за 3 дня. Ну, по крайней мере, Трамп говорит так. Слышали, что он сказал? Он сказал, что если бы не болото, то Путин взял бы Киев, я не помню, то ли за 5 дней, то ли за 5 часов. Танки, говорит, увязли в болоте. Представляете? Ну, блин, даже нет слов, просто одни выражения. Да, то есть то, что мы сожгли их танки, это не, это все болото. Оказывается, в феврале, да, в феврале танки по уши увязли в болоте, хотя они ехали по асфальту. Но, видимо, асфальт это тоже болото с точки зрения Трампа. И вот, да, то, что эти танки сожгли, и совсем не теми джавелинами, которые дал Трамп, это детали, Трампа это не интересует. Ну, просто нет слов, друзья мои, просто нет слов. Да, и еще один такой момент, что касается российско-украинской войны и опасностей, которые для нас сейчас есть. Это момент тот, что Трамп непосредственно хочет с Путиным говорить, переговоры провести и порешать все вопросы. То есть за нас, что ли? Трамп, который ненавидит Украину, который ненавидит Зеленского, судя по всему. Ну, мы же видели, что он опять начал нести бред про Зеленского. Вот. Он за нас будет решать, какой будет Украина. Ну, как-то... Да, тут пишут, даже The Telegraph пишут, что это полная фигня. Как они сказали, это кошмар, nightmare. Ладно. Дело в том, что мы без помощи Трампа наклепали Путину под Киевом, чтобы там Путин не выдумывал вместе с Трампом. Вот. И сейчас мы, честно говоря, от Штатов много помощи не видим. Поставлены нам были запчасти к самолетам и проведена учеба летчиков и наземного персонала. По-моему, все. Это вся помощь, которую мы видели. Всю остальную помощь оказывают нам наши другие настоящие партнеры. Вот, и именно эта помощь помогает сегодня утилизировать путинскую армию в Украине. Если посмотреть, за вчерашний день было у контрапуплина отправлено курсом русского военного корабля 910 вооруженных путинских федерастов. И общее количество путинских наемников, боевиков, мародеров, садистов и убийц, которые пришли в Украину убивать женщин и детей, но не шмогли, теперь составляет 972 600 голов. Дальше, 6 танков за вчерашний день. Ну, нормально так, да. Путинасты говорят, что у них большая атака пошла, что они, как говорится, атакуют и так далее, и так далее. Иногда при помощи танков, хотя в основном при помощи каких-то очень несуразных транспортных средств, на которых они идут в атаку. Да, всего 10 831 танк и 7 бронемашин. Туда же в утильсырье всего 22 553 штуки, да. Что касается артсистем, то есть пушки и, скажите мне, пушки и минометы. Значит, всего было за вчерашний день 34 штуки уничтожено у них, а всего 27 942. Смотрите, что сейчас вот эти переговоры, опять-таки, вот эти потери, которые у Путина и так далее, о чем это все говорит? Значит, смотрите, Путин хочет провести летнее наступление. Он понимает, что финансов и вооружения на вот это летнее наступление ему еще хватит. И он сможет, пускай немножко, но чего-то там захватить за это время, да? Вот, учитывая те последние танки, пушки, то, что там это есть, в большом количестве имеется в виду. Понятно, что не совсем последние, но в большом количестве, да? Вот. А потом где-то в сентябре, в октябре, когда это все уже дожди, уже не та погода, уже все, вот там можно, у него будут заканчиваться деньги, и там он при помощи Трампа уже может перейти к переговорам, скажем так, которые удовлетворят Путина. Ну, естественно, раз удовлетворят Путина, значит, полностью удовлетворят Трампа, который полностью ему заглядывает в рот. Я не знаю, в какое еще место, но не будем уточнять. Это нужно спросить у Трампа. Да, вот так вот обстоят дела. Да. Одна единица РСЗО за вчерашние сутки уничтожена. Всего 1386. По вертолетам я вам уже рассказывал, еще раз повторюсь. Вот этот сбитый позавчера вертолет, это оказался К-52, подорванный дистанционным взрывом с нашего дрона. То есть дрон подлетел где-то на расстояние от 5 до 7 метров к этому К-52 и подорвался. И, собственно говоря, что и уничтожило этот вертолет у рашистов этим взрывом. Дальше. 155 беспилотников. Ну, обычная норма.
по сбитию российских беспилотников в Украине. Всего 36 278. И, как всегда, очень много странных транспортных средств. Так я называю «Жигули», «Волги», ЗИЛ-130 и прочие транспортные недоразумения, переделанные в шахедомобили, на которых российские чмобики идут в последний бой. Да, вот их сейчас выбивают очень активно. Но как и выбиваются те же самые буханки, на которых они то в атаку ходят, то, значит, логистику пытаются организовать. Каждый день сотня, больше сотни. Ну, вот сегодня 96 было, всего 48 809. Вот. И тут еще один момент очень важен. Смотрите. Путин и Трамп запели, Трампопут коллективный запел одну и ту же песню вчера. Посмотрите, значит, путирасты говорили, что мы готовы воевать там 21 год, как с Швецией. Ну, кстати, по Швеции оказалось, они сели в лужу, потому что там война была совершенно не та, что расписывают они, и никакой победы они там не одержали, а там платили столько денег, что даже не будем об этом говорить, они уплатили порядка 40% бюджета тогдашней Московии, чтобы там у Швеции что-то откупить. Там войну они не выиграли на самом деле, да и не за свои деньги они ее вели. То есть это отдельная история. Да, но они говорили, что они готовы воевать беспредельно долго, потому что они великий я и могучий я. И с другой стороны, из Вашингтона коллективный Путин тоже отвечает, значит, им, они же Трамп с Путиным поют, они просто в унисон. Их поставь, знаете, вот это на сцену, как Тарапуньку и Штепселя, большой и маленький, они будут, ну вот стендап из них получится хороший, кстати, да. Вот, значит, Трамп тут же запел, что Украина воюет с массивной армией. Я даже послушал в оригинале, что он говорит. Да, он говорит, они воюют с массивной армией, что они могут сделать, у Зеленского нет карт. Вы слышите, да? То есть те говорят, мы великий я, мы могучий я, мы можем воевать хоть 20 лет, а это, значит, вторит им. Почему на нас такой наезд пошел, ребята, я вам объясняю. Это говорит об одном. У Путина не остается резервов. Путина нечем становится воевать. И коллективный Трампопут начинает парить мозги Украине с тем, чтобы Украина приняла любые предложенные коллективным Трампопутом условия капитуляции. Вот, собственно говоря, и все. Это я так лично это все вижу. Вот, но вы, может, видите как-нибудь по-другому.